Ислам, главный вопрос, который волнует всех фанатов последние дни по поводу тебя. Тебе удалось самому приготовить кофе наконец? Да, мы разобрались с машиной, но сегодня утром, по-моему, машинка поломалась. У нас здесь были разговоры, что-то она перестала молоть. Муслим не предъявлял за это? Нет, мы купили же на днях, гарантия, если что, по гарантии починим. Но он реально хочет открыть кофейню? Не берет пока с вас деньги? Он уже прайс поставил, но пока бесплатно. Теперь про ММА. Ты первый боец в истории, который выйдет в золотых перчатках. Ты уже опробовал их, ты уже сегодня в них тренировался. В чем их главное преимущество в сравнении с прошлой моделью? Не знаю, особо не увидел разницу, почувствовал, что они так пожестче, не дают тебе как-то раскрыть руку полностью, чтобы у тебя пальцы вперед не смотрели. А так, то же самое. Ну, это я их поставлю в рамку с поясом, как первые золотые перчатки UFC. Я думаю, это многое значит. То есть себе оставишь? Думаю, да. Слава До сих пор ни разу не оставлял. После боя там даже сразу забирают пацаны там или кто просил. Но эти, я думаю, себе оставить. Слава Борщев назвал эти перчатки подарком для ударников и сказал, что в них нокаутов будет больше. Твое мнение? Да, они очень жесткие. Вот то, что я вам сказал, они будут наносить рассечение, я думаю, сильнее, потому что вот последние все перчатки были мягкие, а эти пожестче. Сейчас к твоей команде присоединился Хабиб, он прилетел в Джерси, и снова пошли слухи о том, что он будет в твоем углу. Можешь прокомментировать? Наверное, оставим без комментариев. Все может быть, посмотрим. Ну, конечно, если он будет в углу, это намного лучше. Но какой-то состав секундантов ты уже понимаешь, какой будет? Да, точные 3 секунданта есть. Это Муслим, который со мной на всех боях, Хавьер и Мамедов Ислам. Учитывая, что Хабиб сейчас в лагере, как часто вы с ним работаете? Не спарринги, например, а полноценные схватки по грэпплингу? Ну, Или он тяжелый для этого уже? Мы работаем с позиции с ним очень много. Он дает какую-то позицию и заставляет работать. Или сам берет позицию и заставляет работать. Так, в лайв мы когда он только приехал, мы делали лайв схватки с ним. Но сейчас уже немного тяжело. В бою Хабиба с Порье был один момент, по крайней мере, со стороны казалось, что когда Дастин вышел на гильотину, казалось, что это опасно. Разбирали ли вы с Хабибом этот момент? Может быть, он тебе какие-то советы дал, как работать в таких случаях? Да, я много отдавал шею на тренировках. Надо отдавать, надо оказываться в тех позициях, которые твой соперник делает, чтобы это не было для тебя сюрпризом в бою. Из-за этого мы много отрабатываем, медиа сделал из этого большую шутку, что я там шучу над его гильотиной. Нет, я говорю правду, что у него, я думаю, неплохая гильотина, и мы много работаем над этим. Хотел бы себе перенять ее? Или у тебя лучше? Я думаю, у меня тоже хорошая гильотина, потому что, я тоже много кого на тренировках душил с гильотиной. Ты как-то говорил, что хочешь финишировать его именно гильотиной. Это цель на бой? Или как получится, так получится, главное просто выиграть? Нету. Всегда главное выиграть. А так финишировать, конечно, лучше будет, но не обязательно гильотина надо как-нибудь финишировать. И фанаты, и специалисты, и букмекеры на ваш бой дают примерно такие расклады, как будто чемпион UFC выходит против дебютанта лиги. Вот как ты объяснишь, почему их так недооценивают? Это большая ошибка. Можно, не знаю, может, букмекерские какие-то игры, но недооценивать Дастина, это глупо вообще. Мы видели последний бой. Пацан там, то же самое было, все не давали никакого шанса Дастину. Но Дастин вообще перетерпел первый натиск и прошелся катком, можно сказать. Так что это большая ошибка, недооценивать Дастина. Читал, что Арман про этот бой говорил? Что он считает, что выиграешь ты, но готов поставить, что Дастин сделает нокаут. Да, что за это? Готов деньги поставить. 2 зайцев хочется одного выстрела. Арман также говорил, что он финиширует в первом раунде Оливейру и выиграл раздельным решением. Это твой первый чемпионский мейн-эвент в Америке. И есть мнение, что именно здесь бойцы реально понимают, насколько они звезды или не звезды. Насколько для тебя важно именно проводить ивент именно в Джерси, именно в Америке? Или тебе пофиг на pay-per-view? Знаешь, всегда лучше драться, я считаю, в Америке, потому что здесь
Мое мнение, что самая большая фанатская база ММА, люди, которые следят вообще за боями, потому что бои здесь много лет уже развиты. В России тоже, конечно, очень сильно сейчас любят ММА. Но главная фан-база, я думаю, в Америке. И по продажам pay-per-view, и по узнаваемости, я думаю, здесь лучше драться. Меня постоянно ставят на турнир абу-дабский, стараются. Но я бы предпочел драться в Америке. Даже несмотря на то, что в Абу-Даби у тебя объективно лучше поддержка будет? Да, потому что там есть тоже свои плюсы, свои минусы. И я считаю, что в Америке лучше драться. Тебе интересно будет узнать, сколько трансляций UFC смогло продать на ваш бой? Ну, конечно, я-то узнаю это по-любому, но сейчас люди могут смотреть там на Fight Pass, на ESPN. Я не думаю, что цифры сейчас бывают большие такие, потому что уже много платформ, где люди могут, и также и пиратские эти все смотрят. Но гонорар очень сильно от этого не меняется, я так скажу. Ты чувствуешь, что тебе нужно больше работать над медийкой перед этим боем? Над медийкой всегда нужно работать, но тяжело бывает. Я не знаю, меня как-то в этом развиваться. Я предпочитаю больше тренироваться, наверное. Но это тоже, конечно, основная часть. Наши российские фанаты это плохо понимают. Говорят, например, если кто-то начал из бойцов разговаривать, вот все, начал болтать, зазвездился, но от этого и зависит твоя карьера, от этого зависят твои соперники, твои гонорары, потому что организация на это очень сильно смотрит. Мы же знаем наглядные примеры. Люди, которые проигрывают бои, выигрывают один бой, болтают и опять дерутся за пояс. А некоторым надо 10 боев, чтобы драться за пояс. Ты про Тони? Я про Колби, так было. Ну и много примеров, да. Ты говорил, что в легком весе у тебя, по сути, остался только один соперник, это Арман. Если сравнивать его с Дастином, кто опаснее? Ну, у них немного разные стили. Арман лучше борется, чем Дастин. Дастин точно лучше боксирует, чем Арман. Опаснее в стойке, я думаю, Дастин. Как думаешь, почему ему так тяжело пришлось в бою с Оливейрой? И ожидал ли ты этого? Да, я ожидал, что с Оливейрой легко никому не будет, потому что этот парень всегда нацелен на финиш, везде опасный, постоянно что-то закидывает там с рук, с ног. Оливейра конкретно опасный пацан. Менеджер Армана сказал, что сразу после боя 300-го ему предлагали бой с тобой здесь, в Джерси, и он отказался. Пару дней назад твой тренер сказал, что Арман сделал правильно, что отказался от короткого уведомления, потому что нужна полноценная подготовка к бою. Ты как считаешь, он должен был приезжать и драться с тобой, или все-таки он принял правильное решение? Ну, смотри, это такая вещь, что всякое может быть. И может быть, у него и шанса больше не будет, может как хочешь повернуться. Но титульные шансы обычно никто не упускает. Например, если бы я ждал бы всю жизнь своего титульного шанса, и мне позвонили бы, я бы обязательно подрался за пояс. Спасибо, хорошего боя. Все, спасибо вам тоже. Mohammed, you have the pen? We're gonna smash Gaethje. We're coming. We're gonna come watch. How many takedowns? Why Gaethje? Poirier. How many takedowns? Poirier. One. Let me get a picture. Yeah, who got my phone? Okay. Let's go. Someone send you. Okay.